Всем привет! Извините, что долго не было. Некоторые проблемы были. Ну, приехали мы показывать, как работают наши рецепты на толстолоба. Вместе с Игорем. Ага. Скажи привет. Привет. Если погода позволит нам половить. Да, дождь только что прошел такой нормальный. Причем не просто нормальный, он еще пришел такой, но видите, я вот в зимней кофте вот с мехом. Да. Очень холодно стало, причем очень быстро. В общем, уже 7:30. Начинаем быстро разбирать все. Сейчас закинем на карпа пару удочек на дальний заброс. И сядем, половим просто на поплавковую, тоже на карпа. Ну а завтра с утра уже начнем вылавливать серебристого толстолобика. Смотрите дальше. Поставьте лайк, если вам не трудно, и подпишитесь. Дальше будет интересней. В ускоренном режиме готовимся к ужину. Я разложил столик. Уже мангальчик запалил. Ну а Игорь позакидывал немножко. Вот, глянь, посмотрите. А, это ты макухи кинул. Слушай, под деревом там рыба. Там она везде. Накинь мне удочку туда, я буду там. Ты сейчас пустом наловишь. Стою тут столько, что она же не сидит на месте. Там где ты кинул сразу. Так, я же зачем-то и шел. Да, А и шел я за стульчиками. мусорный пакет лопнул. Хорошо. Начинаем обустраиваться, как говорится. Первым делом надо приготовиться к ужину. Сейчас мы замаринуем мяска. Стейков пожарим. Сейчас я вам покажу. Так, ребята, ну вот порезал на 4 части наше мяско вот такой толщины, 2 сантиметра где-то. Ну вот немножко больше, ну как получилось, вот эти 2 потоньше. Вот. Вообще стандартный мой рецепт — это соль, перец черный и лук. Но лук мы хотели купить, но я склерозник забыл, зашел в магазин и забыл его взять. Ну, значит, сделаем просто соль, перец. Все равно будет вкусно. Мясо домашнее. Подшейная вырезка такая. Как бы и не сильно сухая будет, но и не жирненькая. Поэтому сильно зажаривать не будем. С двух сторон вот так поперчили, посолили. И теперь это все помешали. Это все у нас, чтобы полностью все мяско было со всех сторон перченое, моченое. И закрываем. Сейчас пойдем, раскину палатку, и надо будет поподшивать углы. Один угол на прошлой рыбалке оторвался. Вот, ну, сделаем. Взял нитку, иголку, подошьем, как положено, чтобы было. Очень новые рецепты сегодня. Не ловил еще ни разу, но сейчас будем пробовать. Зацените. Старался специально для вас выложить вот эту экибану. Короче, ребятки, шоколад. Как оно пахнет. Это шоколад. Это имбирный. Вот это, скажите, я скажу, ваниль. Криль, то есть биопланктон. Это кофейный.
Ну, на кофейный мы уже пробовали, но он у меня как бы остался с прошлой рыбалки. Я его сюда добавил. Сейчас я попробую на биопланктон закинуть. Рецепты, как обычно, я заброшу в следующих видео. Просто не успели, потому что спонтанно собрались и поехали на рыбалку. Выпала погода. Да, ну тяжело назвать ее выпало, но якобы завтра будет на одну неделю один солнечный день. Вот мы решили этим воспользоваться, а дальше на совести синоптиков. Ну, при любом раскладе мы ловим, а там дальше будет видно. Рецепты с меня. Знали бы, как они пахнут. Шоколадный так вообще. Шоколадный сам без. Ой, огонь. Ну, а так что? 2 удочки. 4. Ну, у нас где-то 2 поплавочные, 2 карпятника и сейчас на толстолоба 1. да. Ну, на самом деле время такое, уже через час будет темно. Вот, но чтобы утром этого не делать, потому что мы, по сути, ну, мы приехали, уже было под 8 часов вечера, просто Ну, да. разложиться, лечь поспать и с утра порыбачить, чтобы, ну, не срываться с самого утра ехать. А покушать? Ну, покушать. Как же без покушать? Если Уже не стоит палаточка. Наша. И уже догорает кострик. Нехорошо? Нет, ну имеется в виду, что угли. Да. Ну мяско еще, я бы такое, что полчасика помариновал бы. Думаю, попозже. Дров нам хватит. Я сейчас закину еще. Что я закину? А вот это я и закину. Вот таких вот закину сейчас. Чтобы они быстренько. Потому что Игорь еще пока раскинется. Не очень хочется спешить куда-то. Поэтому закинем сейчас несколько бревнышек, чтобы они горели. Будет долго гореть. Мяско готово. А еще я люблю брать с собой вареные макароны. Если не хочется разжигать костер, вот, берете с собой печечку на газовом баллончике, сковородочку, туда макаронки, баночку тушенки и вообще просто отличное блюдо. Быстро, эффективно и вкусно. Игорь говорит, что хочет показать, как он переделает снасть. Сейчас я засниму вам, покажу вам это. Он расскажет. Погнали. Короче, нашел старую спицу. Она у меня лежала где-то там а-ля в коробочке на ремонт. Вот. И в прошлый раз я оторвал поплавок. Проблема поплавков магазинных заключается в чем? Что здесь цепляют по-хорошему пластмассовый такой, ну типа как вот это, только с пластмассой. Ну заглушка. То есть, да, 3-4 заброса и ему как бы гайки этому поплавку. Я сюда на эпоксидную смолу посадил карабин. Дальше на нитку пропустил еще один карабин, который вот с таким фиксатором, видите? И сделал защелку на поплавок. Теперь он у меня как бы катается по снасти, просто огонь. Видите? Никуда не денется. Да. Дергать его. Он, видишь, он и не запутается по-хорошему. Все, и наконец я сюда поставил еще клипсу на случай, если там глубину нужно меньше будет немножко сделать. И карабинчик подцепил, такой мощный достаточно карабинчик наконец. Все, сейчас будем забрасывать ее. Ну давай. Ну крючки, кстати, тоже поменял на более такие серьезные. Ставил. Тут вообще были Это такие... какой номер? Ну, это маленькие на толстолобика, но тем не менее, по сравнению с теми, что было, это просто небо и земля. Качество ты имеешь в виду?
Ну, они были, перед этим они были маленькие, явно корсевые, явно. Это, ну, это тоже как бы не сильно толстолобные крючки, но они настолько мощные с точки зрения, они неломаемые просто. У меня просто нету сейчас с собой, ну, больших, которые можно было бы присобачить. Ну вот смотрите, погода какая. Красота. Небо, гляньте. Вообще просто. Палаточка стоит. Кострик в мангальчике горит. Столик стоит, мяско маринуется. Есть еще в загашнике немножко горячительного. Ну, так, немножко. Поэтому, чтобы не замерзнуть, с мяском Слушай, вы понимали, у нас Мы- температура сейчас градусов 18, наверное, потолок. ну, я смотрел, 15 будет ночью, да. 15 будет, сейчас 18, да, наверное. Люди, гляньте, боже, красиво как. Небо вообще. Да, огонь, гляньте. Ну, достаточно долго в последнее время я, ну, очень плохо сплю. На самом деле у меня бессонница, и я засыпаю где-то, ну, если повезет, там ближе к 3-4 часам утра. А вот когда я выезжаю рыбачить, вот я почему как бы катаюсь с вечера, да, потому что я здесь сплю, я просто как убитый. Я даже, ну, даже если что-то будет клевать, вряд ли я это услышу. Но я высыпаюсь, я себе утром проснулся раненько и могу ловить. А так, если я перед рыбалкой ложусь, я не могу уснуть. Потом утром где-то под самое утро я, ну, с горем пополам там уснул, и потом не могу проснуться. И получается такая дурацкая ситуация, что сидишь на рыбалке, так клюешь носом. Ну вот мы с Денисом как бы прощупали такую тему, что можно с вечера приехать, просто разложиться. Хорошо поужинать. Хорошо поужинать, разжечь костер, лечь спать. Рано утром уже как бы, ну, по-хорошему взять и половить. Возможно, кому-то такой вариант тоже по душе будет. Да, если жена отпускает. Так, ну давай, закидывай. Малек. Немножко близко получилось. Угу. Пускай уже будет. Вот он. Ну небо, конечно. Огонь. Так, ну, расстелил матрасик. Я сегодня занимаюсь хозяйственной деятельностью, потому что времени нету, и погнали качать. Ребята, гляньте, солнце заходит.
есть хорошая новость и плохая. Хорошая, у нас уже несколько поклевок. Плохая, мы понятия не имеем, на что именно клюет. Не поймем. Просто не поймем. Колокольчики то звенят, то нет, короче. Вот так надо свет делать. Ого. Рекомендация тем, кто, в принципе, там начинает, чтобы не тупанули так, как мы. Когда идете, допустим, на рыбалку, даже если вы идете, условно говоря, как мы пошли вечером аля поспать, но черт дернул закинуть как бы 2 фидера. Берите хотя бы разные колокольчики, если не пользуетесь сигнализаторами. Вот мы ними не пользуемся. Вот мы сейчас взяли 2 одинаковых колокольчика и понятия не имеем, на какую из них дергает. Подходим к фидерам, стоим, ничего. Только отходим к столу, начинается зелень-зелень. В общем, вот такие вот дела у нас, товарищ. Планировали сейчас вот перекусить, лечь спать, а уже как бы азарт. Сидим, короче, пялимся на снасти в ожидании чуда. Горит огонь, светит фонарь и клюет рыба. Которую мы пока что не поймали. Да, но она клюет. Доброе утро. У нас 12 градусов. Так, не слабо, я скажу. Роса вообще. Куртку оставил. Вон, гляньте, рукав весь мокрый. Пытаемся зажечь мангал и раскладываем палки. И приступаем к облову новых рецептов. А вы расскажите людям, а почему у вас рукав мокрый? Потому что кто-то забыл куртку на улице. Итак, тишины нам сегодня не видать. Скорее всего, ловить мы будем при ветре. Потому что уже он есть и явно не на 4 утра. Ну, как есть. Как есть. Иногда при ветре клюет лучше, чем без него. Вот сегодня мы это и проверим заодно. Да, мы готовы. Воистину готовы. Да, воистину готовы. Туманчик стоит. Сейчас думаем сделать кофе. И С шоколадкой. вместо пироженки. Так. Блин, вкусный, честно. Я думаю, что будет сейчас дело. Почему я так думаю? Потому что я на него сейчас забрасываю. А когда ты забрасываешь, ты всегда думаешь, что будет дело. Вот. Лучше белковый, потому что белковый на крупнячка. Не, белковый следующий. Сейчас мы сначала... Да. Тут просто штырек поменьше, видишь? Поэтому белковый сюда просто-напросто не пойдет. А что, штырек вроде ничего. Не, он-то вроде ничего, но он меньше. Ты же видишь, они разных размеров. Ну, если как бы есть желание, чтобы с палочкой все получилось, то... Видишь как? А вот ответь на комментарий, пожалуйста. А вот отойди от поплавков, чтобы я немножко хоть... Вот. Когда задавали комментарий, что когда мелочь клюет, ты сказал нанизывать пенопласт. Пенопласт. А как нанизать пенопласт, если ты крючками в Ну, палочку-то? Так в палочку я загоняю, потому что здесь особо как бы, ну, мелочь не цепляется. Но А можно если? ж, если бы цеплялась, то я бы палочку еле-еле вот так прикреплял бы, только чуть-чуть. И все. Видишь? Я бы не загонял крючка вот так. Я бы ее чуть-чуть просто. И все. По-разному можно Ага. засандалить в палочку. Так. Ничего. Идем. Кострик уже дымит. Денис, ты затуляешь мне это, пейзаж. Вдруг клюна я не побачу.
Нічого страшного. Почуємо. Разве що. Так. А? Ой, да, купили китайские палки попробовать. Одна сломалась при забросе на ручке. Недалеко, но и не близко. Я вот думаю. Наверное, мы сделаем вот так, а это переставим сюда, а тут туда приземлим. А ты все три сюда будешь? Да. Там может одно оттуда. Да не, оно так как раз поделено хорошо, что не хочется лежать. Эти вот так сейчас. Ага. Он гуляет там. А он там не переставал гулять. Он, наверное, ждет, чтобы ему сладкий стол накрыли. Накрываем. С шоколада. Что там у нас еще? Шоколада. Игорь, шоколад. Сейчас биопланктон закинем. У меня там, кстати, две есть. Один это этот ванилька. И один это био. И есть у меня еще на пробу. Сегодня мы, кстати, будем пробовать впервые его. Это технопланктон с имбирем сушеным. Но чуть попозже, потому что прута всего 3. Ну, может, выделим еще карповики, может, снимем попозже. Посмотрим, да. Да. Я думаю, что, скорее всего, у нас будет 3 на толстолоба. Потому что у меня биопланктона всего 2. Я сделал их аж 2. Ну. Завтрак. Закидываем. Вытянули, закидываем. Вытянули, закидываем. Чуть меня не зацепил. Как раз. Так, надеюсь, не запуталась. Но попал хорошо. А у нас тут в кустах карась просто Походу мошка. мошек сбивает и жрет. 3 штуки стоит. Уже под поплавками, видишь, уже плавает. Три штучки стоят. Раз, два, три. Правую будем перекидывать где-то через минут 15. Пусть еще поплавает немножко. Остался последний бочонок биопланктона. Один уже отработал, поймали. Остался второй. Вот, и много достаточно крилевого планктона мы его сегодня обловим. И дальше будем бросать на имбирный. Посмотрим, как... Ну, скажем так, имбирного у меня 4. Посмотрим, какая будет результативность по нему. Пошел. Это совсем маленькая. Малютка. Либо вообще ничего нету. Нету ничего вообще. Пошел, прикинь. Угу. Пошел. А пошел нормально.
Нету ничего, люди. Прикинь. Ну, бывает и такое. Бывает и такое. Чё ж ты сошел? Что с крючком? С крючками все нормально. Просто не засекли. Не засек. Не засек. Ну, чё? Вот уж, а ты мне говоришь, что ты так засекаешь? Не, ну слушай, если бы он ну, оторвался, то другое дело. Я его даже не почувствовал. Надо, наверное, было ему еще дать чуть-чуть проплыться. Наверное. Так, ну что, имбирь цепляем? Давай, пробуем. Вот он, наш имбирчик. Видите, какой вообще? Гляньте, какая ямка просто. Угу. Сейчас будем проверять. Так, вот получается 2 ваниль и 2 имбирных. Я думаю, мы проверим сегодня все. Минус, видишь, больших крючков в том, что пенопласт при каждой поклевке приходится Менять. Да. Ну, Ну не ничего. менять, точнее, а цеплять новый, потому что того уже. Ну, это и значит менять. Ушел. Это трава у нас, по-моему, да? Это криль, да. А, криль? Трава, да. Ну это чуть-чуть получше, я тебе скажу. Идет в берег. И не просто в берег, а еще и в снасть. Пока что он сам к нам плывет. Возьмите меня. Ага, сейчас под берегом увидишь, что будет. О, началось. Сам плывет в берег. Стоп, 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 я сейчас помогу. Тоже вроде небольшой. Давай, Василий. Опа. Опять такой Кстати, же. криль работает. Килограмм. Видите, кстати, вот я там делал видео с обзором на толстолобика. Вот это пестрый толстолобик. Подожди. Видите, как он отличается и какая расцветка у него идет. Вот и как я говорил, пестрый больше бросается на белковую еду. Соответственно, как бы крилевый сработал. Ну, это где-то Ну, это полтора. полторушка. Но он все равно нам не нужен. Пойдет сейчас туда оставим. Ходишь? Уточки. Семейство.
Так, у нас еще один. Упирается неплохо. К берегу идет. Уже хотел перебрасывать. Причем резко. Стоял, бульки ушел. Куда? Сетку. А, прям в сетку лезть. Уже правильно. Запрятался. Ага, зацепился. Зацепился. Поэтому доставать теперь его надо вместе с сеткой. Так, где он? Ты его так не достанешь, его надо вместе с сеткой. Да подожди, попробуем. Разве что в воду зайти. Да не, в воду. Стой. О боже. Малеча. А так водил, так водил. Тоже пестрый. Проводи. Да, небольшой, блин. Так, губу, конечно, он себе раздолбал, что. Да елки-моталки, еще как зацепилось. Это такие крючки, блин. Но это и хорошо. Ну, толстолоба они такие должны быть. Она просто тут зацепилась столько раз, что О, оторвала губу. ну иди. Ай-яй-яй-яй, малый, блин. Без губы теперь будешь плавать. Ну ничего. Я не знаю, дорвать ему ее, что ли, блин. Как гуманней будет. Да. Так, наверное. Он выскользнул, блин. Пусть сохнет. Пока. Не то, что там мелочь одна идет. Да? Это на эту. Скажи, я скажу. На что? Как она, блин? На имбирь? Имбирь, да. То есть у нас уже 3-2, да? 3 на имбирь. Да. Имбирь работает. Да, он тут, конечно, наделал делов. Как он у тебя тогда его завел? Он такое ощущение, что он был там 3-4 килограммовый. Он был резвый достаточно. Мгм. Видишь, маленький такой, шустренький. Я тебе скажу так вот по наблюдениям, пестрые толстолобики сильнее за этого серебристого. Реально сильнее. Что мы, поедем без рыбы домой? Не верю. Не поедем. Хотя я не сильно обижусь. Не, ну, рыба нам с тобой не нужна. Но тещи можно и привезти. Забрасываем, перезабрасываем, в общем, все. Это уже чуть-чуть больше вроде, да? Давай, давай, давай. О. Да, это самый большой. А, не, был больше, да. Это на криль взял. На гриль? Да. Тоже губу оторвал, блин. Что же они все такие сегодня садисты мы с тобой, Денис? Ну, нефиг хватать. Куда? Пистоны клюют. Так что с Ну ним? это шестой, это что выпускаешь? Что Да не хотелось руки марать уже. придется, блин. Ну, выпускаем. Да сиди уже ты. Ты посмотри на него.
Тихо, 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 тихо. Давай я тебе ее. Не буду я издеваться. Вперед. Шестой. Да, Игорь? Я думаю, удочки надо будет сейчас подматывать. Ну, смотри, я предлагаю... Да еще подожди, может еще сейчас стихнет немножко. Ну, оно пока что только набирает обороты. Ну еще успеем, Игорь. Короче, половили мы 5 часов. Собираемся уже, ветер усилился. Сильно усилился. Забрасывать стало практически вообще невозможно. А толстолоб держится практически в середине водоема. Вот, поэтому, ну, вот сейчас вот у нас там достаивает последняя снасть, что-то там ее пытается шевелить. В общем, недоброс около 30 метров у нас получается. Ветер идет в нашу сторону, и мы не можем нормально закинуть. Ну, в принципе, 6 штук мы вытянули. Все до 2 килограмм, Пошли плавать. кило, полтора, вот так вот. Ну, полтора, наверное, самый большой, да? Да, ну, наверное, где-то так. Два не было сегодня даже. То есть подпускали их все. Вот, лучше всего отработал имбирь, который из криля. Криль плюс трава. Лучше всего отработал. На втором месте идет имбирный. И с ним же делим... Че, подожди, на имбирь у нас 3 поймано. На имбирь 3, Нет, нас на 2 на имбирь и 1 мы поймали на биопланктон. Ну, возможно. Это самые первые. Они просто похожи визуально между собой там по цвету. Ну, вот, итого 6 штук. Ну, скажем так, у нас продолжение банкета будет уже на реке. Завтра мы пойдем на реку, там как раз по погоде плюс-минус обещают 2 метра, то ветер 2 метра в секунду. Вот. И я думаю, что мы допробуем наконец-то по-нормальному наши рецепты, потому что у нас практически неиспытанным остался какао. Ну, кофе. Не, какао. Какао? Кофе как раз-то испытан, он работает, уже проверяли. И долго стоит он, кстати. Да. Немножко мы переборщили с Вот. затвердителем. Да. И неиспытанный остался у нас ваниль. Вообще как бы не, ну, даже руки до него не дошли по-хорошему. Вот, я уже не стал просто переводить бочонки, то есть. Ну, ничего. Короче, да. Ну, есть... задавайте вопросы, если хотите, если они есть. Вот, мы будем отвечать. Не забудьте поставить лайк. Лайк, да. А вторую часть видео мы вам обязательно забросим после того, как отловимся завтра. Всем пока. Поехали мы домой.